хотелось бы вот иметь его футболочку. Мне кажется, онлайн очень маленький. Скоро будет ожидать. Скоро дропчик ожидайте. Это главный совет. Один из лучших капитанов, с которым я играл. Я, Каэджел, Найнмайс, Егор Крид, Макларен. Будет очень много контента. Всем привет, дорогие друзья, с вами Frozen, и сегодня я буду отвечать на 50 интересных вопросов. Приступаем. На каком телефоне ты сыграл первую в жизни официалку? Xiaomi Mi 9, это был Android, один из самых таких актуальных на то время, но все равно мне не очень нравился, я тогда перешел на iPhone. Во сколько лет впервые скачал PUBG Mobile? Я думаю, что впервые скачал PUBG Mobile где-то в 14 лет. Какая у тебя есть вредная привычка? Пу-пу-пум. Куришь, пьешь? Нет, не курю, не пью, не употребляю. Подожди, вредная привычка. Играю много в PUBG, вот моя вредная привычка. Понятно. Каким был твой первый никнейм? Мой первый никнейм был Frozen, да, всегда Frozen, но я их менял. У меня был ник Xair, еще какой-то ник, я не помню. У меня много было ников, но окончательно я остановился на Frozen. А почему именно Frozen? Да, не знаю, мой первый ник был. Как-то я его так придумал и все. Ну как, ты же к нему пришел? Да, ну с мороженого. Просто лизал мороженое и решил? Ну, одно из любимых моих эскимо со Снежной Королевой, вот эта упаковка. На что потратил первые деньги с призовых? На телефон и на кроссовки. Расскажи последнюю смешную историю, связанную с тиммейтами. Последняя смешная история, то, как у нас Данек умирает практически каждый раз на каких-то анлаки моментах, то его с тачки выбивают, когда там, просто Данек Тигзи умирает практически всегда первым, когда от него ситуация вообще никак не зависит. И это уже превратилось у нас в какой-то такой мем. Сколько потратил на кейсы в PUBG Mobile? Ой, я не знаю, очень много. Когда вот у меня первые деньги появлялись, я их лудоманил в PUBG, на кейсы, на скины я очень много тратил. Приблизительно. Да я не знаю, много. А куда больше потратил, как думаешь, на шмотки или на кейс? Я думаю, что в PUBG, да, в PUBG точно. Советуешь другим заниматься да, тем же? конечно, вы знаете, у кого какой магазин есть лучший, поэтому... Ай-яй-яй. Из этого мы переходим к следующему вопросу. Ледник или шут? Ледник. Forever. А если эффекты добавят на шут? Все равно ледник. Самый худший ивент и обнова? Самый худший ивент, я думаю, что это ивент был с Ниндзя, когда были крюки-кошки, ивент был вообще неиграбельный, мне не понравился. Любимый сетап оружия? Сайга, М-ка. Кто, по твоему мнению, самый лучший ТДМ-игрок в мире и в СНГ? Ноуми же Ноуми, выиграл. да? Ноуми, конечно, Ноуми, да. Окей. То есть не ты? Не, он же выиграл ТДМ-турнир. Ну а если вы с Ноуми сыграете, как думаешь, вынесешь На его? ПМГЦ посмотрим. Кто больше всего удивил тебя на последнем ПМГЦ? RCB. Сара? Да. Верил в Сару или сомневался в его успехе? Верил, пиздец. Мне кажется, он в себя так не верил, как в него остальные верили. Лучший скин на машину на данный момент? Макларен новый, 3D-шный. Вот он, я думаю. Как относишься к ФПП-режиму и хотел бы ты, чтобы киберспорт перешел на него? ФПП-режим, как по мне, более играбельный, то есть более скиллозависимый. Но я бы хотел лично, но что ж поделать, играем в третье лицо. Как ты думаешь, в чем проблема? Почему мы играем в третье лицо, хотя ПК-шный PUBG играется от первого? Вроде я слышал то, что там в ПК PUBG тоже добавят ТПП. Там вроде как, да, сейчас Да, ходят там добавляют разговоры. потихоньку ТПП. И в Китайке добавили ТПП. Мне кажется, все из-за того, что у нас играют от третьего лица в основном, кто у нас в первое лицо играет? Мне кажется, онлайн очень маленький. Всем просто интереснее смотреть от третьего. Почему ты решил вернуться в киберспорт? Да я отдохнул, вернулся с новыми силами, понял, что могу хорошо сыграть и все. Потому что желания не было вообще особо так играть. Сейчас снова же появился запал в глазах. Желание играть, тренироваться становится лучше. Какая у тебя мечта, не касающаяся киберспорта? Просто построить свою личную жизнь и все. Так, как я хочу. С PUBG это сложновато, да? Это первый шаг. Только для разбега. Как выглядит твоя идеальная жизнь? Дом, собака, дети, машины, хорошая жена, все. Прекрасная мечта. Над чем в последний раз плакал? От смеха плакал. От смеха. А Сегодня. если от грусти? Реально, после ПМСО с гладиаторами. Плакал, слезы Пустил слезу, наворачивались. да? Чей звонок ты никогда не пропустишь? Milky Way. Я почему-то так и думала, что сейчас будет Milky Way.
Какие 3 книги ты возьмешь с собой на необитаемый остров? Я не читаю. По мне разве не видно? Не, Скажи, слушай, это нет. геймер в PUBG Mobile. Какие Видно. книги? Может, тогда вещи какие-то. Да, какие 3 вещи тогда На телефон, кулер на палечнике. помогут тебе в выживании, да? Твое любимое блюдо? Спагетти какие-нибудь. Любимый сериал или фильм? Последний из фильмов, что я смотрел, это «Старикам тут не место». Классный фильм. Сериал «Декстер» и О! «Ты». Вот «Декстер» — это вообще тема. На самом деле очень мало людей почему-то его смотрели. Но мне так кажется, вот нашего возраста. Куда бы ты потратил $1 миллион? На будущее и хорошую жизнь. Кто был твоим кумиром в детстве? В детстве Орбер, Тац, Безновый, В ком за время карьеры ты больше всего разочаровался? в Тровке. Вот так! Почему? Почему? Но он не продолжил играть после того, как взял MVP с пулеметом. Самое красивое место, где ты бывал как игрок? Ну, я думал, Алматы в горах. Там красиво очень. Когда ты дрался в последний раз? Дерешься ли ты вообще Да, с тиммейтами? да, дерусь, конечно, еще как. Я думаю, то, что пару дней назад с тиммейтами реально так подрали С кем? жестко. Со всеми. Самое последнее это с Milky Way. Кто победил? Milky Way. Вспоминаешь ли ты ваш гениальный файт с Тровкой в бассейне? Да, это была легендарная битва. Только мне пришлось потом убегать. Назови 3 вещи, которые ты берешь с собой в любую поездку. Ну, я думаю, что зубная щетка, очевидно, средства всякой личной гигиены, там, по типу умывалок и тому подобное, и парфюм. Все. Тигзи тебя проконсультировал? Конечно. Насчет ухода? Хорошо. Покажи последний сохраненный мем. Мем. Давай ТикТок там или... Или ТикТок, да. Давайте. Ладно. Какую машину ты мне подаришь? Стиральную, бля, какую машину я тебе подарю? Ты что, гонишь, что ли, бля? Машину я ей подарю, бля. Кому ты его показал? Я его просто лайкнул. А. Какой самый безумный поступок в жизни ты совершал? И не ври, что безумных поступков не было, мы все знаем. Были. Да я не помню. В детстве я залазил на огромные всякие заброшенные дома, так, то, что у меня ноги тряслись, когда я выходил на крышу, когда я очень боюсь высоты. Ты нашел настоящих друзей в киберспорте? Да, есть Кто они? такие. Я не буду о них говорить, но они есть. Дай 3 совета себе 5 лет назад. Когда почти только скачал PUBG Mobile, получается. Ничего, просто делать все так же, что и делал, не останавливаться. Побольше заниматься медийкой, вот. О, это Это главный совет. Кто из игроков, с которыми ты играл, оказал на тебя самое большое влияние? Milky Way. Да. От кого прилетал самый неожиданный респект за карьеру? На Толбоя. Я только хотел сказать Дмитрий Буй. Дмитрий Буй, да, Толбоя. С кем из команды больше всего общаешься вне игр и тренировок? Думаю, что с Milky Way. Ну, конечно, очевидно. Да. Что смотришь на YouTube? Всякие подкасты, и там видосы по расту, всякие хайлайты в пабге и обзоры на фильмы, краткие пересказы. Пап Мобайл в твоем списке нет. Есть хайлайты? А, прокачки смотришь? Обязательно. Скрин-тайм в телефоне. За последние 24 часа или за сколько? За неделю давай. Видно там? Этот вопрос все хотели задать тебе очень давно. Когда трек «Да иди ты нахуй» на музыкальных площадках? Скоро будет ожидать. Скоро дропчик ожидайте. Клип снимаем? Да. Вот уже я, Кэжел, Nine Mice, Егор Крид, Макларен, Топ-3 рэпера прямо сейчас. Фараон, Дракхилл, Кен Карсон. 3. Получал ли ты подарки от фанатов? Если да, то какие? Да, всякие прикольные рисунки, то, как они отмечают меня там в историях в Инстаграме, очень мило иногда бывает, классно. Эдиты там, да, всякие? Ну и делаешь? эдиты тоже раньше были, да. Ну и сейчас есть. Часто ли тебе пишут фанатки? Нет, не пишут вовсе. Хотел бы, чтобы писали. Нет. Назови топ-3 самые красивые стримерши. Акулич, окей. Кто еще-то, кто еще-то? Я Twitch особо смотрю. Ну да, Акулич первое место. А, Не Пап Мобайл? лень. Ну окей. из Пап папы. Мобайл. Если бы я еще знал, кто там стримит, кроме Тати. Ну, Тати мы вносим? Да, вносим в Тати. Да, Хорошо. Тати вносим.
У тебя есть девушка? Нет. Сейчас девочки в комментариях. Ура! Нет. Ты хочешь, чтобы твои дети стали киберспортсменами? Нет. В какую мобилку ты бы мог залететь на про-уровень? На данный момент Да. я не знаю мобилок нормальных, кроме ML и PUBG, которые на хорошем уровне находятся. Ну, по факту уже нету. Какой самый важный совет тебе давал киберспортсмен постарше? Становиться взрослее. Твои цели на 2025 год. Сыграть то, как я хочу, и добиться всего того, что я хочу, всех поставленных целей, и не разочароваться в этом году. Что скажешь хейтерам, которые в тебя не верили? Не верьте дальше меня, я буду становиться сильнее. Ваш хейт – моя поддержка. А что ты скажешь старым фанатам, которые верили в тебя с самого начала? Верьте в меня дальше, я буду показывать все лучше и лучше результаты. Ауф. Назови свои любимые бренды. Капа X Virtus Pro. Дальше, я не знаю, там, окей, Баленсочка, да, такая авантюрненькая залетает. Потом что у нас? Ну, давайте там Борис Бежанчик, так по архивчику пройдемся. Все. Какая у тебя была самая дорогая покупка? Что угодно. Комп. Сколько примерно он обошелся? 1150, 170, может, что такое. А из одежды? Из одежды? Так, нужно подумать. Я не знаю, обувь какая-нибудь. Тоже там 1100. Планируешь ли ты еще сделать бесконечный стрим? Бесконечный стрим, возможно, как бы можно сделать, если вы хотите этого. Чтобы я страдал неделю подряд. Если вы этого хотите, то хорошо, будет вам бесконечный стрим, только, пожалуйста, скажите об этом в комментариях. Расскажи поподробнее про него, свои ощущения и в целом, как он проходил. Ничего, я просто ментально был убит под конец стрима, ну, как бы и был доволен еще. Какие ПК-игры ты любишь играть? Rust, да, только Rust, и все. Какие у тебя были конфликты в PUBG Mobile, в комьюнити? Да, я не знаю, только разве что с какими-то ТДМерами. Есть компетитива, я вроде ни с кем не ссорился. А может быть и ссорился, но я не помню. Планируешь ли ты еще создавать ТДМ-турниры? И когда Да. будет ближайший? Да, я планирую создавать ТДМ-турниры. Ближайшие будут где-то месяца через полтора, месяцок где-то так. Лучший капитан за все твои составы? Я думаю, что Тулика такой один из лучших капитанов, с которым я играл. Все знают, что ты делаешь турниры по ТДМ. Кто, по твоему мнению, самый сильный ТДМ-игрок именно в комьюнити ТДМ? Не берем в учет там Ноуми и ПМГЦ. В комьюнити ТДМ, ну, на самом деле, очень много хороших, сильных игроков, но отметить можно, очевидно, там фаворитов по типу Фригзи, Чеба. Ну, я думаю, это именно те, которые постоянно на слуху и которые хорошо постоянно играют. Поэтому, парни, ожидать их на следующих моих турнирах. Будет очень много контента. Ходит много слухов о том, что в ТДМ-комьюнити даже известные ТДМеры все-таки палятся с читами. Вот что ты думаешь насчет этого? Да, это так и есть. Античит у нас в игре очень плохой. Люди везде палятся, что и на турнирах коммерческих на 10 тысяч рублей. Таких читеров очень много, а в ТДМе их еще больше. Я могу так сказать, то, что вот в СНГ ТДМеры одни из самых вообще умных и прошаренных людей за софт. То, как его скрыть, то, как его правильно установить и тому подобное. Как есть разные софты. Они все это узнают одни из самых первых. С кем из игроков мирового уровня ты бы больше всего хотел обменяться джерси? Ну, с Ордером, я думаю, со своим кумиром еще с давних времен. Хотелось бы вот иметь его футболочку. Так, друзья, всем спасибо, кто смотрел данное видео. Обязательно ставьте лайки, задавайте вопросы свои, на которые я не ответил в этом видео. Подписывайтесь на канал и всем удачи, следите за мной и моей командой.